Наверное, пора и мне рассказать о фан-играх про Марио. Конечно, большая часть фан-игр отходит самому водопроводчику, но что насчет других персонажей вселенной? Ну, у Луиджи есть довольно много платформеров и страшных фан-игр, потому что Luigi's Mansion и все дела. У Боусера есть игры более повернутые на экшене, но даже у Валуиджи есть вполне годные игры, такие как Psycho Waluigi. Но что насчет Варио? Все как один говорят о гениальности Варио Лэнда, но помнят ли о нем сейчас? Да, он все еще появляется в спин-оффах игр про Марио, но получает ли он внимание? Скоро выходит новый WarioWare, но это все-таки не совсем полноценная игра про Варио. Тем временем его брат Валуиджи, у которого не было ни одной собственной игры, хоть и также не получает внимания от Nintendo, но он любим огромной частью комьюнити, в то время как Варио, похоже, забыли почти все. И это обидно. Варио как-никак мой любимый персонаж. Но тут на сцену вступают фан-игры. Сейчас я хочу обратить ваше внимание на пареньке по имени WWW Wario. Он делал фан-игры, очевидно, вдохновленные Wario Land. Качество этих игр спорное. Сам я в них поиграть не решился, но все они выделяются не лучшей графикой, а самые ранние игры также выделяются ломаным английским. Супер Варио и Корабль-призрак, Супер Варио и Амулет времени, Супер Варио и Охота на замороженное сокровище, Супер Варио Фортюн и, наверное, еще какие-нибудь игры. Видно, конечно, что из части в часть он становился опытнее, но ни одна из этих игр успеха не сыскала. И, возможно, WWW Wario так и остался бы неизвестным разработчиком, и нашел бы себя в чем-то другом, но не в нашей вселенной. Грянул 2015. Уже год как интернет штурмует такая серия игр, как 5 ночей с Фредди. Давайте сразу выясним. Я люблю FNAF. Я играл почти во все игры серии и даже смог пройти на 100% оригинал. Я также переиграл в огромное количество фан-игр, и многие из них также прошел на 100%. Кто бы что ни говорил, сколько бы миллиардов видео не сделали о том, что FNAF мертв, и сколько бы не поливали говном новые части доступно, не поиграв в них, я все равно остаюсь фанатом этой серии и ее фан-игр. Ладно, я отбился от темы. 12 декабря 2014 года на канале WWW Wario выходит видео под названием Five Nights at Wario's версия 0.0, что является ничем иным, как первым тизером фан-игры по FNAF с Wario. Ровно через 9 дней выходит трейлер игры, сделанный в стандартном фнафовском стиле. Также в описании видео была ссылка на скачивание демки, но игра все еще была далека от своей финальной версии. Потом уже на 31 декабря 2014 года, под Новый год, выходит видео с главной темой игры и небольшим тизером в конце, где игра уже приняла свою финальную область. Но уже 6 января 2015 года вышел последний трейлер игры вместе с ссылкой на скачивание полной игры на GameJolt. Я вернусь к разбору всех тизеров и трейлеров позже, когда до этого дойдет время. И тем не менее, игра вышла, и ее ждал успех. Куча ютуберов поиграли в игру, и не мудрено. FNAF был одной из первых фан-игр в свое время. И я нахожу милым то, как WWW Wario писал благодарности под всеми видео, где люди играли в его игры. Видно, что он сам этого ничего не ожидал. После этого вышли еще 4 игры. Фан-база игры выросла, но эра популярности FNAF прошла. И люди объявили FNAF закрытым. Но вдруг, 1 мая 2020 года, на канале вышло видео под названием «Что-то грядет. 5 ночей с Wario». И это было самым что ни на есть воскрешением серии, потому что в видео были анонсированы обновления всех игр серии, а также новая межигровая супер пасхалка. Люди сразу оживились. И что бы вы думали, все эти обновления действительно вышли. И были они огромными, и добавили в эти игры кучу нового контента. И именно эта волна обновлений натолкнула меня на создание этой ретроспективы. Также мне показался интересным весь сюжет этой серии, и мне кажется интересной идеей пытаться вместе с вами собрать весь сюжет воедино по мере нашего продвижения по сети. Впрочем, обо всем по порядку. Здравствуйте, дорогие друзья, Кортекс на связи, и добро пожаловать в первый выпуск ретроспективы 5 ночей с Wario. Итак, запуская игру, мы видим 3 кнопки. Новая игра, загрузить игру и ачивки. С первым все понятно, а ачивки являются, наверное, основным нововведением версии 2.0. Но вернемся к ним позже. Ну,
начнем же игру. Был один человек по имени Варио, который работал вместе со своим другом на своей собственной фабрике. Но в один день эти двое пропали без вести и никогда не были найдены. С этого дня фабрика была закрыта из-за того, что люди думали, что она была проклята. 7 лет спустя правительство решило переоткрыть фабрику и снова начать производство. Один парень получил работу ночного охранника фабрики. И начинается игра. Начнем с визуала. Вы, наверное, уже поняли, что WWW Wario не лучший художник, но 3D-моделирование заведомо будет сложнее. И как же он поступил? Google картинки. Это, пожалуй, самая необычно выглядящая фан-игра. Да, это может отпугнуть кого-то, но должен сказать, что все подобранные картинки действительно вписываются в эту жуткую фабрику. Разве что сюда не вписывается новенький офис с макбуком, но ладно, закроем на это глаза. Но помимо этого, игра очень шакальная. Все время экран покрыт в неровностях, которые режут глаз. Я понятия не имею, почему так было сделано, но ладно, это можно стерпеть. В офисе у нас дверь и окно, а также кнопки закрытия и подсветки для них, которые, как и в первом FNAF, потребляют электричество. Но что интересно, у нас здесь 200% вместо 100%. Что как бы странно, ведь можно было сделать просто 100 медленнее потребляющихся процентов вместо 200 быстро потребляющихся. Но ладно, разговор про баланс я оставлю на потом. Фонгай, которого озвучивает сам WWW Wario, ничего особо интересного не говорит. Это наша новая работа, бла-бла-бла, все такое. Единственное, он говорит, что все эти легенды про завод 7 лет назад — это просто слухи, и волноваться не стоит. Да, конечно. Но вы можете заметить, что сколько бы вы ни нажимали на кнопки и не использовали камеру, электричество не уходит. Да и на камерах никого нет. Да и время не идет. Я в первый раз подумал, что это баг, но я решил продолжить играть так. Потом, после звонка, электричество стало уходить, и время начало идти. И оказалось, что во время звонка время не идет. Господи, зачем так делать? Чтобы игрок успел осмотреться? Допустим, но если человек решил поиграть в фан-игру по FNAF, он, наверное, играл и в сам FNAF, и уже привык к тому, что звонки время не останавливают. В таком случае надо звонки пускать перед ночью, а не во время. Иначе в чем смысл? Но вскоре после звонка появляются наши враги. И это, сюрприз-сюрприз, пропавшие Варио и Валуиджи. Причем у обоих нет зрачков, а у Варио явные стоматологические проблемы. Да, в этой игре у нас не аниматроники, а призраки. Должен сказать, что с эмбиентами у игры все хорошо. Скрип дверей, ломающиеся ветки, все это действительно давит на тебя, но сами Варио и Валуиджи не слишком страшные. Они, в общем-то, оба идут к левой двери и ведут себя как стандартные аниматроники. Если они в двери, надо закрыть вовремя, иначе они вырвут дверь, а потом и тебя. Ничего сложного в защите от них нет, поэтому едем дальше. На второй ночи становится ясно, что Фонгай явно знает больше, чем нам говорит. Его нервная манера речи, его вопросы о странностях ночью это выдают. Но он снова пытается все скрыть. Но он рассказывает о том, что Варио и его команда действительно исчезли без следа. И как 6 лет назад пара людей увидели Варио в окнах закрытой фабрики. В целом он просто подтверждает то, что мы уже знаем, но теперь мы знаем то, что исчезли не только Варио и Валуиджи, но и команда. На второй ночи на камерах уже можно увидеть Луиджи, который освоил мастерство левитации. Он уже приходит с окна, и у него нет глаз. Не сказать, что это сильно страшно, но получше, чем у остальных. На третьей ночи Фонгай уже выдает много интересной информации. Он подтверждает слухи о пропаже и рассказывает, что 7 лет назад Варио и Валуиджи пришли сюда на работу и никогда не вернулись. Но потом, в поисках Варио и Валуиджи, на фабрику пошли Марио и Луиджи, и они тоже никогда не вернулись. А позже, в поисках Марио, туда пошла принцесса Пич, которая также не вернулась. Фонгай говорит, что они понятия не имеют, что случилось, но он сказал, что некоторые люди заметили постороннего человека, пробравшегося на фабрику, который также не вернулся.
Также он говорит, что в подвале там был костюм Варио, который использовался как талисман. И этот костюм пропал в этот же день. И все это вкупе с призраками исчезнувших людей. Думаю, уже можно понять, что именно этот посторонний человек и убил Варю и команду. Но почему они теперь призраки на фабрике? Неизвестно. На этой ночи как раз появляется принцесса Пич, которая действует идентично Луиджи, поэтому заострять внимание не буду. На четвертой ночи Фонгай говорит, что завтра можно взять выходной, потому что компания решила снова закрыть фабрику на какое-то время. Причиной тому странные глюки у машин, а также вчера один из сотрудников нашел в подвале 2 зуба. Фонгай рассказывает очень важную деталь истории. У Варио и у Луиджи был секретный рецепт бургеров, который они придумали еще в своей старой локации, и много людей хотели им завладеть. И становится очевидно, что тем посторонним человеком, проникшим на фабрику, является Планктон. Но еще Фонгай отмечает, что он стал слышать странные голоса, похожие на голос Луиджи, и они постоянно говорят «Помоги мне! Останови его!» и все такое. И на этом все. Фабрику закрывают, но теперь ясна мотивация злодея. На этой ночи также появляется Марио, и он действует по сути как Голден Фредди. Он появляется на экране Мака и начинает играть музыка из СМБ. После каждого поднятия камеры он ближе и ближе, пока наконец не вылетит оттуда. В этом случае просто надо поднять камеру и все. Еще у Марио нет головы, да. На 5-й ночи Фонгай говорит, что не стоило сюда приходить, ведь фабрика закрылась и до 6 утра двери не откроются. Но также он говорит, что подходит к фабрике и пытается открыть дверь снаружи, но вряд ли это выйдет сделать. Но что самое важное, он прочел что-то, что может иметь отношение ко всей этой истории. Оказывается, если души хотят отомстить, то они могут стать злыми и даже вернуться в их погибшие тела, и они становятся очень агрессивными ко всем, кто хоть немного напоминает им того, кто их убил. И Бог знает, что может произойти. И Фонгай спрашивает, не видел ли ты случайно тело Варио, ходящее по фабрике? Под конец он уже подходит к фабрике и хочет попробовать открыть двери, как вдруг звонок прерывается и слышен голос, говорящий «Мы должны отомстить». И звонок заканчивается. Теперь уже понятно, что здесь делают эти призраки и почему они пытаются убить главного героя. Ну, уже все враги были показаны, поэтому на 5-й ночи лишь возрастает сложность. Это все равно. После прохождения 5-й ночи мы видим, как герой отдаляется от фабрики. И... конец? Ну, конечно, не конец. Но глупо полагать, что игра под названием 5 ночей будет иметь 5 ночей. Есть 6-я ночь, которую тоже можно пройти. Однако звонка мы здесь не получаем и ничего нового не добавляется. Поэтому самое время поговорить о балансе. Начнем с того, что игру, блять, можно пройти вообще не используя камеры. В первых 3 FNAF есть вещи, ради которых ты обязан использовать камеры. Смотреть за Фокси, заряжать шкатулку, держать подальше спрингтрапа и все такое. Но в этой игре нет механики, которая заставляла бы тебя использовать камеры. И здесь же все ночи можно пройти, просто постоянно проверяя и закрывая двери. И при этом это даже лучше. Слежка за призраками не дает значительных преимуществ. А если вы не будете поднимать камеру, это также уберет Марио как потенциального врага. И вроде разработчик попытался усложнить игру в этом обновлении, из-за чего теперь подсветка дверей потребляет больше электричества, чем закрытие дверей и использование камер. Я не знаю, сколько смысла это вообще имеет, но если судить по реализму, то схера ли вообще закрытие дверей потребляет электричество. Но даже это не сделало игру сложнее, просто вы закончите ночь с маленьким количеством электричества в запасе и все. Также хочу отметить странное ощущение кнопок в этой игре. В отличие от всех других фан-игр, в которые я играл, тут нельзя нажать на какую-то кнопку и сразу нажать на нее обратно. Тут либо надо подождать секунду, либо передвинуть курсор хоть на миллиметр. Это очень странно и неудобно, я без понятия, зачем это было сделано. В любом случае, прохождение этой ночи не составит труда. И после прохождения вам скажут: «Вам не позволено сходить на фабрику, когда она закрыта. Никогда не повторяйте этого». Поздравляем! И это все. Было бы.
если бы вы играли в старую версию. Но в этой версии есть еще одна очень важная ночь. Добавили Custom Night, как и во всех фан-играх. Делать тут особо нечего, однако нужно пройти режим 5 на 20. В каждой FNAF игре последнюю, самую сложную ночь называют количество врагов на 20. 20 это максимальный уровень их интеллекта, и у каждой игры количество врагов свое, но универсальное название таких ночей All Max Mod. И даже самое сложное по сути испытание тут очень легкое. Всю ночь просто смотрим влево-вправо и проходим. Понимаете, All Max Mod это что-то вроде неприкосновенного грааля для каждой игры. В самом первом FNAF режим 4 на 20 был неимоверно сложным. Люди плакали, если удавалось его пройти. Даже я прошерстил миллионы стратегий и с трудом его прошел. 10 на 20 во втором FNAF я до сих пор не могу пройти. Что касательно других фан-игр, 5 ночей с Кэнди, Pub Goes, многие другие, у всех них максимальные режимы, хоть не такие сложные, но они все равно требуют хороший труд. Но когда ты проходишь All Max Mod с первой попытки, ты не чувствуешь, что ты чего-то достиг. Было слишком легко. И тем не менее, после прохождения мы видим... Не дай ей узнать. Она узнает, если ты не будешь спокоен. Ты не можешь позволить Эмми узнать об этом. Это, наверное, самая загадочная катсцена во всей игре. Что узнать? Какая Эмма? О чем вообще речь? Видимо, все это раскроется в следующих играх. Но это еще не все. После прохождения режима 5 на 20 дается золотая статуэтка Варио для офиса. Я бы, конечно, предпочел плюшку, как и везде, но статуэтка так статуэтка. Однако, после всего этого у нас есть лишь половина от всех ачивок. И еще 3 предстоит получить. Во-первых, надо увидеть скримеров всех персонажей. Просто ставим в Custom Night кого-то на 20 и позволяем себя убить. Потому что нет никаких шансов, что вы умерли от всех во время прохождения. Следующая ачивка, наверное, самая сложная. Надо пройти ночь на нуле энергии. Надо точно рассчитать трату электричества, чтобы под конец осталось ровно 0. Ведь если электричество кончится, Варио вас убьет, даже если он не включен на ночи. И наконец, осталась одна ачивка под названием Убийца. И написано, что получить ее надо увидеть того самого. И тут-то вы понимаете, что совсем не знаете, что делать. Однако вот в чем суть. В этой игре не работает камера в туалете, так же как и в FNAF не работает камера на кухне. Я не знаю, сколько вообще законно иметь камеру в туалете, но и хер с ним. Дело в том, что иногда эта камера может включиться, и вы получите ачивку. А на камере тот самый костюм Варио Мэна. Если сопоставить название убийца, проникновение человека, смерть персонажей и пропажу костюма, становится ясно, что на этой камере прячется тот самый убийца. И вероятно, он как раз таки и прячется в костюме Варио Мэна. Ну и все. Все ачивки получены. Казалось бы, вы видели уже все, что можно. Но в игре осталась одна последняя пасхалка. Одно из жутких лиц из геймбой камеры, случайно появляющееся в двери. Наверное, это просто случайная пасхалка. Честно, впервые увидев это лицо, я очень испугался. Ну а теперь по праву можно сказать, что вы видели все. Однако я хочу обратить ваше внимание на все тизеры и трейлеры игры. Точнее, ранние тизеры. Видно, что никто не должен был приходить из окна справа, и оно было закрыто жалюзями, которые были на оригинальной картинке. Кстати, вот она. Однако в финальной версии тень от жалюзей до сих пор осталась. Также в старой версии было меньше камер, и изначально в игре не было даже моделей персонажей Марио, и они также должны были быть Google картинками. Ну и некоторые мелочи тоже отличаются по типу другого главного меню. И в целом это все отличия беты от вышедшей игры. Наверное, вы хотите услышать мой вердикт по игре? Ну что ж, с первого взгляда 5 ночей с Варио создает впечатление плохой игры.
Но так ли это на самом деле? Я скажу, что эта игра очень хорошо сделана для начинающего разработчика. Да, вы можете упрекнуть игру в плохом визуале из Google картинок, но если бы разработчик рисовал игру сам, было бы только хуже. Конечно, никаких новаторских механик игра тоже не привнесла. Но что в наше время? Что тогда? Почти каждая фан-игра изобретала кучу новых механик. Иногда просто отдохнуть от нововведений в простенькой игре — это хорошо. Должен сказать, что за всю игру я не встретил ни одного бага, и вся игра работает прелестно. Эта игра далеко не лучшая, у нее есть минусы, о которых я уже говорил. Но то, что эта игра очень солидная проба-пера, это факт. И пора раскрыть карты. На момент написания этого сценария я уже прошел первые 3 игры серии. И поверьте, дальше будет только веселее. Также большое спасибо самому WWW за официальное разрешение на создание этой ретроспективы. Ну а с вами был Кортекс. Хорошего дня вам. До новых встреч.